В эфире виртуальная студия Национального центра «Россия». Меня зовут Николь Плиева. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем серию подкастов о Великой Победе. О людях, которые сражались за нашу страну. Наши предки прошли через постоянную угрозу смерти, изнурительный труд на грани человеческих возможностей, усталость, лишение. В студии Национального центра сегодня внук Василия Ивановича Чуйкова, маршала, дважды Героя Советского Союза, Николай Чуйков. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите мне о победе. О победе нашей армии, о победе, если касаемо дедушки, то он застал, Вторая мировая война, он застал победу в Германии. И получилось так, что он со своей армией как раз штурмовал рейхсканцелярию. Они шли в одном секторе вместе с армией Катукова. Армия Берзарина пробивалась к центру с востока, но здесь немцы особенно жестоко сопротивлялись. Армия Чуйкова пробивалась к Темпельгофу. С юга и юго-запада подходили соединения маршала Конева. Но танкистов нельзя было отправлять вперед, потому что танки сожгли бы, их сожгли бы фаустники. Вот. Поэтому шли штурмовые отряды. Эта придумка дедушки была еще со Сталинграда, и сейчас она, кстати, в СВО очень даже хорошо используется. А танки, они выходили, вставали по разным сторонам улицы и наблюдали, когда появлялись огневые точки, они их поражали. Вот. А штурмовики, они шли по подвалам, подъездам, везде, поднимались выше, по чердакам, по крышам. То есть они проходили и зачищали все здания. Армия Кузнецова, Третья ударная, штурмовала Рейхстаг, но когда его взяли, водрузили знамя, там никого не было из руководства Рейха. Все они были в рейхсканцелярии. Как раз вот армия Чуйкова шла в этом направлении. Было очень сложно, там были сложнейшие оборонительные укрепления, их пришлось штурмовать. Именно на командный пункт дедушки вышел начальник генерального штаба германской армии генерал Крепс. Он сообщил то, что Гитлер покончил жизнь самоубийством, то, что избрано правительство Геббельса-Бормана, и то, что они хотят вести переговоры. Ну, дедушка, конечно, доложил Жукову, Жуков Сталину. Ну, один ответ мог быть только то, что никаких переговоров быть не может, только безоговорочная капитуляция. А уже 2 мая к нему на командный пункт вышли парламентарии от генерал-лейтенанта Вендлинга, командующего обороной Берлина, и с предложением капитулировать. И как раз на его командном пункте он принимал капитуляцию берлинского гарнизона. Ну, сердце Германии, скажем так. И писал тогда бабушке своей, любимой жене, то, что Валя, я почувствовал, что ранее Великая Германия склоняет знамена у ног наших солдат. Я был рад и горд за себя и за всех. На одной из улиц гвардейцы встретили героя сталинградских боев, прославленного Чуйкова. Хорошая встреча. Ну вот, наверное, цена победы. У него было много побед в жизни, потому что он был человек истинно военный, и войны, ну там войны и всякие моменты у него я 6 насчитал. Это гражданская война, это конфликт на КВЖД, китайская военная железная дорога, это дальше освобождение Западной Белоруссии от белополяков, вот, и дальше финская война, и Великая Отечественная, разумеется. Позвольте, я немного расскажу о вашем дедушке, я подготовила небольшую справку.
Василий Чуйков родился в 1900 году в Тульской губернии в крестьянской многодетной семье. У маршала было 7 братьев и 4 сестры. Он действительно рано повзрослел, ведь надо было помогать родным. В 12 лет маленький Василий буквально пешком отправился в Петербург на заработки. В 19 закончил военные курсы Красной армии. Юного и талантливого выпускника сразу заметили. На гражданской войне он уже командовал полком. Во время Великой Отечественной командующий 62-й армией, особо отличившийся в Сталинградской битве. Я знаю, что вашего дедушку называли генерал-штурм. Почему? Вот вдумайтесь, 12 лет человек ушел. Ушел, то есть действительно, вы правильно сказали, повзрослел он рано очень. Так просто все не дается. Почему вот революционное движение на него произвело впечатление, почему он пошел на это? Да, жажда была учиться, самосовершенствоваться. Он хотел как бы, ну, другой участи, не просто там на побегушках бегать, но вот он понимал то, что он человек сильный и может добиться большего. Поэтому он решил воевать и пошел на курсы красных командиров. Да, он проявил сразу военный талант, он сумел, значит, успешно провести ряд операций. Его назначили командиром роты, когда он еще только на стажировке был. Уже перейдем к Великой Отечественной войне. Он начал ее со Сталинградской битвы, фактически. Там были штурмовые отряды, ведь когда его назначили на армию, многие отказывались, не хотели туда идти. Потому что многие считали, что это верная смерть. Дед тоже как бы не имел особо радужных мыслей, но, понимая значимость этого города, ведь, понимаете, для того, чтобы совершить разгром этой группировки под Сталинградом, там все периоды, они были важны. Первый период – это оборона Сталинграда. Надо было завязать, обескровить немецкую армию. Она была наимощнейшая в то время. Гитлер говорил Паулюсу, пафосно заявлял: «Фридрих, с этой армией ты можешь штурмовать небеса». А у Чуйкова армия находилась, ну, прямо скажем, в невыгодном положении. В менее выгодном, например, чем 64-я. Она была прижата к Волге, а это значит, маневра войскам практически нет этого маневра. На командном пункте 62-й армии. Командующий армией генерал-лейтенант Чуйков, член военного совета генерал-лейтенант Гуров, начальник штаба армии генерал-майор Крылов. Ему нужно было принимать решение, а что же делать, ну, как? Ему дали вроде 12 дивизий, 7 бригад, это силище. Вот такое силище, там дивизии было 300-200 человек. Вот вам и дивизия. Разве это дивизия? А немцы шли с полнокровной армией. Авиация у них 6,5 раз превышала нашу. Нужно было искать. Чуйков был наблюдательный, он нашел. Немцы, они атаковали всегда по хорошо отработанному шаблону. Поднималась авиация, мощнейший бомбоудар шел. Включалась артиллерия, начиналось движение танков, под их прикрытием шла пехота. Как только строй нарушали, они захлебывались, они не знали, что делать дальше, как атаковать. И самое, ну, в общем, это была команда, наверное, то, что он находился, и бойцы могли подсказать, это не то, что вот он 100%. Могли солдаты сказать о том, что там, где близко окопы наши были от немецкой позиции, немцы не бомбили. Потому что точности великой не было, могли попасть по себе. Вот. И он дал команду сократить до 50 метров расстояние между окопов. Это фактически чуть ли не до броска ручной гранаты. Вот. И главный козырь у немцев был выбит, и артиллерия, и авиация не могли эффективно работать. И вот потом он понимал то, что, во-первых, ему надо было все время контратаковать. Это называется активная оборона, то есть так называемые качели. Немцы давят, теснят наших к Волге,
прижаты были к Волге. Значит, надо контратаковать. А как? Если пойти фронтально армии по всему фронту атаку, перебьют всех однозначно. Вот. И поэтому вот там родилось решение о штурмовиках, о штурмовых отрядах, которые досаждали больше всего немцам в Сталинграде. Во-первых, они не любили ночной бой. Вот, они давят, допустим, тебя сдвинули с места обороны днем, а ночью окопы назад наши отбили. И вот так называемые качели происходили. Если посмотреть Сталинград, там башни танковые находились где-то, метров 50 от берега Волги. Еще бы чуть-чуть, и наши бы туда Волгу бы утопили, в Волге. Вот эти штурмовики, они очень хорошо. И такой яркий пример — дом Павлова. Это тоже, что такое штурмовые? Сейчас до сих пор хранится, это музей Сталинградской битвы, панорама Сталинградской битвы. Там есть наставление, разработанное Чуйковым, о действии штурмовых отрядов. Все точно сейчас повторяется. Значит, сначала идет группа штурма, штурмовики, потом группа закрепления, которые штурмовики уходят, они остаются на объекте. А дальше группа обеспечения. Это если кого-то убили, значит, поменять, чтобы они стали. Это боеприпасы, это еда. Ну, короче говоря, вот они обеспечивали. И понимаете, вот такие узлы они создали в Сталинграде, вот по типу дома Павла. Там же не один такой был дом. И немцам было очень сложно. Они начинали атаковать, а там снайпера не давали им. Вот эти вот простреливали со всех сторон, атака захлебывалась. Ну вот с той поры у него, к нему пристала генерал-штурм. А потом, когда пошло освобождение Украины, во-первых, после Сталинградской битвы посчитали то, что это очень интересно, и вот этих его подразделения раскидали по другим армиям. Для чего? Для того, для обмена опытом. И особенно было приказано во время наступления их использовать, когда такая позиционная война идет, они в тылу. Как только начинается наступление, их напередок, и они пошли взрывать оборону противника. Еще одна история. Василия Ивановича называли маршалом в белых перчатках, и что он тайно верил в Бога и крестился кулаком. Расскажите про это. Ну, в белых перчатках история такая интересная. О ней хорошо написал Валентин Пикуля. Это «Площадь павших борцов» книга. Чуйков даже из-за этих белых перчаток изначально, он командовал уже 64-й армией, его сняли с командующих. Из-за чего? Его только прислали в Сталинград. Вот. Появился там член военного совета Хрущев, и Гордов командующий был. Он потом плохо кончил, этот Гордов. Вот. А дедушка, ну, он вышел в такой... Они пришли какие-то грязные, неказистые. А дед вышел в такой шитой форме, в шитых сапогах. У него еще хлыст такой был, коня погонять, стек. И, как Хрущеву показалось, белые перчатки. И он там возмутился, а это, говорит, что за стиляга такой? Тебя, говорит, что, немцы мало били? А он только прибыл из Китая, он говорит, меня мало. Ну и потом Сталину перезвонили они. Хрущев звонил, говорит, надо его с армии снимать. Почему? Потому что он там стиляга и всю эту армию распустит. А вообще у него была экзема. Никаких белых перчаток у него не было. Это на нервной почве. Ему каждый день буквально медсестры, они перематывали руки. Потом она прошла.
Но это от нервов, это нервная болезнь. Там действительно было сложно выдержать, потому что, понимаете, 200 дней и ночей идет непрекращающийся бой. По 4-6 атак на день. Это с ума можно сойти, такого никто и не выдерживал за время войны. Вот. Ему приносят суп, а в супе осколки. Вот. Потому что его командный пункт был 300 метров от немецких окопов. Паулюс спросил, а где, говорит, командный пункт Чуйкова был? Первый вопрос его был. Когда мне, говорит, говорили, но я в подобную дерзость не мог поверить. Потому что у него за 60 километров был. Ну, 60 километров, 120 километров или 300 метров. Это дальность прямого выстрела из автомата Калашникова. Вот. Дед падал на самолете, когда он облетал позиции, а он любил сам посмотреть. Не то, что послал летчика, который докладывает, а он сам вылетал, ну, естественно, не за управлением, не за штурвалом самолета, а сидел сзади и наблюдал позиции немцев, где, что, как лучше ударить, как лучше обороняться. Он принимал там решения. И Юнкерс вышел и сбил этот У-2. И грохнулся самолет, раскололся пополам, а Чуйков только шишку себе набил. Бывает такое чудо, да? И потом начальник разведки, капитан Семиков, впоследствии герой Советского Союза, вытащил его оттуда буквально. Ну, разведчики наши пришли, это была нейтральная полоса, его оттуда вывели, командующего. Вот. А немцы, когда сбили, там был какой-то дом, вот, они поняли то, что там командующие, они начали нещадно бомбить это место, вот, и получилось так, что он действительно стал, и он, дядя рассказывал, как рука у него была сжата, разжать не смог, вот, 3 перста взять, вот, и кулаком крестное знамение он накладывал, вот. Валентина Чуйкова – ваша бабушка. В юности хотела быть актрисой, но стала женой маршала. Расскажите историю любви длиной в жизнь. Они были вместе 56 лет. И знаете, когда я готовилась к интервью, мне также запомнился случай из французской прессы. Уже после войны на конференции стран все французские газеты писали о самой красивой и элегантной женщине России. Расскажите эту историю. Ну, вообще у них жизнь складывалась абсолютно непросто, вот, потому что дедушка был воином, и он же постоянно воевал. Ей когда-то приходилось ждать в Китае, она даже была с ним вместе в качестве разведчицы. Бабушка действительно хотела стать актрисой, даже в какой-то кружок ходила, хотя это трудно придумать, там в деревне, откуда, что, но что-то там, видимо, было. Точно не могу сказать, не знаю, но желание такое было. Я спрашивал своей тети, она с 28-го года, да, говорит, такое было. Но когда она вот познакомилась с дедушкой, когда она с ним уже, он ей сделал предложение, она просто, ее любовь, как бы желание стать актрисой пересилила, и она уже, он тем более выпустился из академии, они уехали на Дальний Восток. Он был начальник разведки Дальнего Востока, и в Харбине родилась вот тетя Неля в 28 году. Вот. Что я могу сказать о бабушке? Она прошла с ним большую жизнь. Она действительно была очень... Она не выглядела как деревенский человек абсолютно. Похоже, что дворянского происхождения, потому что вот ее манеры, они отличались, понимаете. Она очень за собой хорошо следила. Она правильно говорила. Она умела себя подать. Она была умна. Вот. И ее, конечно, ценили. Она с дедушкой в войну Великую Отечественную, она не была, да там и возможности не было. Куда он ее? Это только если избавиться захотел бы, взять с собой в Сталинград.
там, где выжить, это было чудо. Вот. Я знаю то, что у некоторых маршалов там жены приезжали на фронт, там, где был мой дедушка, туда нельзя было любимую жену брать, это точно. Но она была с ним в Китае, когда он был на нелегальном положении и был как разведчик по фамилии Карпов. Вот. Она была один раз, даже бедная бабушка чуть не поплатилась. Он ее всегда предупреждал: Валя, ну вот это непростые какие-то отношения, когда он говорил: Валя, говорит, я ухожу, если меня, допустим, в 10 часов не будет, то знай, меня уже нет в живых. Вот, ты не идешь ни в посольство, ни в консульство, ты уходишь на нашу явочную квартиру, вот, тебя отправят на Большую Землю. Ну, так назывался Советский Союз. Предварительно там уничтожь все документы, то есть, ну, такие указания он ей давал. Один раз она, ну, шутки ради, я не знаю, или какое-то это было проявление, она со спины зашла тихо и глаза ему закрыла вот так ладошками. Вот, тут же последовал бросок через себя, вот, она больно ударилась, голову поднимает, на нее смотрит пистолет, револьвер. Он ее очень сильно ругал: ну, Валя, что ты сделала, еще бы секунды, я бы тебя убил. Вот. Это настолько люди были тренированы и как бы вот в ожидании опасности. Но этого, слава богу, не произошло. У них было 3 детей, 2 девочки. Нинель – это 28-й год. Моя мама, она 40-го года рождения. И Саша, он послевоенный был, 46-го года рождения. Дедушку направили в Германию, и бабушка была с ним все время. И в Германии, потом в Киеве. То есть она никуда от него не уезжала, и они уже все время были вместе. Что я могу сказать по отношениям? Для деда бабушка была святой. Он ее обожал и любил больше всех. Больше любого из своих детей и внуков тоже. Она у него была, ну, на первом месте. Она же тоже к нему относилась соответственно, но она была не избалована абсолютно. Я знаю то, что маршалу были положены всякие там поварихи, да, но она сама готовила для дедушки, и это у нее получалось очень хорошо. Она могла готовить и немецкую, и китайскую кухню. Это действительно была такая пара, что называется, на всю жизнь. А ваш дедушка – это единственный маршал, который навсегда остался со своими солдатами. Он был похоронен в Волгограде. Расскажите про это. В 80-м году, когда дедушке было 80 лет, много собралось ветеранов, целый двор. Это тогда называлась улица Грановского, 3, сейчас Романов переулок. Они заходили там по несколько человек, потом дед уже вышел, и со всеми он уделял им внимание, решил всем уделить внимание, и он сказал, говорит, скоро, говорит, я к вам приду. И в 81 году он написал письмо Брежневу, вот, передал его своему порученцу Анатолию Ивановичу Степанову, с которым он уехал, и Леонид Ильич пошел на это, он согласился. Конечно, это сначала звонили и спрашивали, а как же так, почему маршалам всем положено в Кремлевскую стену, а что это такое, почему Чуйкова хоронят. Когда говоришь, что это его личная просьба была, люди задумались, да, говорят, неожиданно, но это впечатляет. На самом деле, я очень рад, что дедушка именно находится
на Мамаевом кургане в Волгограде. И люди это, понимаете, оценили как бы. Был такой случай, мне позвонили, значит, из Пятиморска, это Калачский район, город Пятиморск. Там есть памятник соединения фронтов, проходил, когда в Калаче была разрублена группировка и соединение фронтов произошло, Паулюса. Там поставлен памятник. Один из воинов, который стоит, ну, копия Чуйков. Да, в учете чего, кстати, немножко отвлекаюсь, его это как муза была у Учетича, то есть он считал, что его лицо, оно очень подходит под монументальную скульптуру. И памятник «Стоять насмерть», который перекрывает, по идее, подход к родине матери, он лицом очень похож на моего деда. И есть в кадетском корпусе имени Сливченко, это Волгоградский следственного комитета, монограмма Вучетича на фотографии этого памятника, где он просто написал прототипу. Вот. Тут уже более яркого подтверждения нет. И вот там, значит, один из Иван Михайлович такой Попов, он создал парк истории государства российского, где, значит, запечатлел наших самодержцев, потом гражданскую войну, там все. Там есть, допустим, и Фрунзе, и с Чапаевым, есть, например, и Капель с Деникиным. Ну, то есть показывал реальную историю. И вот мне позвонили, что там вот Чуйкова тоже памятник, бюст поставили, а на бюст сдал деньги ветеран. Я приехал, когда его уже не было в живых, он умер, там немножко денег не хватало, и семья добила эту сумму. Я спросил, а почему вот такое решение было принято? Ну вот, это уважал он вашего деда, и на него произвело впечатление то, что он, значит, лег, ну, считайте, как в могилу, братскую могилу, она рядом там абсолютно, потому что 25 тысяч под родиной матери лежит наших воинов. Чуть дальше, где храм, там еще захоронение, там все это сказано. Спасибо вам большое. В нашей студии был внук Василия Ивановича Чуйкова, маршала, дважды Героя Советского Союза Николай Чуйков. Я, Николь Плиева, напоминаю, что это проект Национального центра «Россия». Расскажите мне о победе. Увидимся.